Проект «Дом-2» преследует злой рок? По крайней мере, в этом уверены фанаты шоу. Ведь в последнее время криминальная хроника буквально пестрит именами бывших звезд реалити-шоу. Одни не выдерживают испытания популярностью, другие, наоборот, идут ради славы и красивой жизни на слишком большие жертвы. Стархит решил вспомнить самые трагические и шокирующие истории гибели участников проекта. Мария Политова — яркая и вечно улыбающаяся девушка, способная на неожиданные выходки. Именно такой Марию Политову запомнили поклонники «Дома-2» в далеком 2006 году. Модель трижды пыталась покорить телестройку, но каждый раз ей сопутствовала неудача. Отчаявшись отыскать любовь под прицелами камер, Мария окончательно покинула проект в июне 2010 года. В итоге, судьба улыбнулась ей за пределами поляны. Политова смогла обрести личное счастье рядом с Артемом Шануровым. Избранник девушки заботился о ней, несмотря на ухудшавшееся самочувствие. Биполярное расстройство, давно диагностированное у Марии, прогрессировало, а сама звезда «Дома-2» страдала от затяжной депрессии. В итоге, 4 декабря Политова ушла из дома, пропала без вести. Об этом сообщил ее возлюбленный Артем, отметив, что девушка забрала с собой лекарства. Мужчина не стал скрывать, что Мария уже несколько раз пыталась покончить с собой, поэтому и прогнозы у него были самые плохие. Стала известна окончательная причина гибели Марии Политовой — МАШи, биполярное расстройство с депрессивными моментами. Она пила антидепрессанты. Все, таблетки из дома исчезли. Самое страшное, что однажды, еще до знакомства со мной, Маша в разговоре с подругой описывала такой вариант событий. Она принимает препараты и выезжает куда-то в лес. Минус, признавался взволнованный жених Политовой. Длительные поиски не приносили результатов, а Шануров все чаще жаловался на бездействие полиции. В итоге, тело Марии нашли 13 декабря на дачном участке, расположенном в Щелковском районе Московской области. По официальному заключению специалистов, лучезарная звезда «Дома-2» скончалась в результате отравления таблетками, относящимися к группе антидепрессантов. Однако на этом трагическая история, связанная с именем Политовой, не закончилась. Спустя несколько месяцев Артем Шануров рассказал поклонникам «Дома-2», что родственники Марии обвинили его в гибели девушки. Машина мать, она врач, как и все остальные родственники, в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я ее убил. Потому что я должен был догадаться, что ее нужно было госпитализировать. Мама Маши изначально отказалась со мной знакомиться и не сообщила мне о нескольких смертельно опасных диагнозах,
который Маша от меня скрывала, минус пожаловался Артем. Поклонники телешоу уверены, что изначально ранимая Политова просто не выдержала испытания славой. Став одной из самых ярких участниц «Дома-2», девушка так и не смогла справиться с собственными психическими проблемами, поэтому единственным выходом для себя она видела самоубийство. Анастасия Тарасюк, привлекательная брюнетка, появилась на проекте в конце сентября 2013 года. Анастасия сразу же попыталась построить отношения с Андреем Черкасовым и Никитой Кузнецовым, но дальше флирта дело не зашло. После нескольких неудач и конфликтов с другими звездами «Дома-2» Тарасюк ушла за периметр. В общей сложности, она пробыла на проекте около месяца, чего оказалось недостаточно, чтобы запомниться зрителям. Поклонники шоу довольно быстро забыли Настю, но в конце июня 2018 года ее имя прогремело на всю страну. Дело в том, что 24-летняя девушка погибла, упав с 19-го этажа элитной московской новостройки. Экс-участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк скончалась после падения из окна. Тело Тарасюк оказалось изуродовано, но ее все же смогли опознать родные и близкие, а вскоре всплыли нелицеприятные подробности из биографии девушки. Как оказалось, Анастасия мечтала о красивой жизни, и ради этой цели подалась в эскорт. Об этом Стар-Хиту рассказал бывший возлюбленный Тарасюк. Бывший бойфренд звезды «Дома-2» Тарасюк. Настя работала в эскорте, после проекта у нее возникла депрессия. Настя не знала, чем заниматься, кем работать. Она надеялась, что приехала в Москву, и сразу будет роскошная жизнь. Два с половиной месяца мы встречались, она жила в моей квартире. Потом работала моделью, как моделью. Настя в эскорте работала, на самом деле, грубо говоря, проституткой. Из-за этого я с ней расстался. Она летала по странам, спала за деньги. Настя давно принимала наркотики, успокоительные, любила покурить травку. Но я против всего этого, рассказал бывший возлюбленный Тарасюк Альберт Резин. Погибшая находилась на втором месяце беременности. Близкие уверены, Настю подтолкнули к смертельному шагу. В числе подозреваемых – женатый сотрудник правоохранительных органов, который сейчас отбывает наказание в тюрьме за взятку. С телезвездой мужчина познакомился в одном из столичных ресторанов. Но, несмотря на бурный роман, не спешил уходить из семьи. Недавно его арестовали. Примерно в то же время Тарасюк узнала о беременности, на прерывании которой настаивал избранник.
Погибшая звезда Дома-2 Анастасия Тарасюк была беременна, чувствуя свою вину в произошедшем. Мужчина из СИЗО оплатил похороны на легендарном Троекуровском кладбище, а также гроб на сумму в 200 тысяч рублей. Полина Лобанова всего несколько дней назад, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о трагической смерти 20-летней Полины Лобановой. Девушка с яркой внешностью успела запомниться зрителям, и это несмотря на то, что на поляне она пробыла всего 2 месяца осенью 2017 года. Тело Полины было найдено в квартире некоего Ивана, с которым она в ночь трагедии веселилась в клубе. Практически сразу появились версии о самоубийстве и передозировке, ведь рядом с брюнеткой обнаружили блистеры от таблеток. Тело экс-участницы Дома-2 нашли в ванной. По другим данным, она скончалась из-за острой сердечной недостаточности, и скорая просто не успела спасти девушку. О смерти Лобановой сообщила ее старшая сестра Василиса. Родственница на протяжении долгих лет заменяла Полине родителей, поэтому она с трудом смогла рассказать о произошедшем. Да, ее накачали, наверное. Скоро будет экспертиза, но пока говорят передозировка. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили, рассказала Василиса. Вскоре еще один экс-участник Дома-2 Дмитрий Талыбов выяснил, что Полина действительно веселилась в клубе с подругой неким мужчиной. Ей стало плохо, и поэтому кавалер отвез девушку к себе. С утра он обнаружил бездыханное тело, после чего сразу же позвонил в полицию. Сейчас расследованием загадочной трагедии занимаются сотрудники правоохранительных органов. Трагедия стала шоком не только для поклонников проекта, но и для звезд Дома-2. Свои соболезнования родственникам высказали Мария Кахна, Лиза Триандафилиди, Сергей Захарьевич и Дмитрий Талыбов, с которым Полину связывали недолгие отношения. По мнению фанатов, Лобанова просто не смогла смириться с угасающей славой. Бросившись в омут вредных привычек и веселой взрослой жизни, она так и не сумела выбраться на поверхность. Андрей Кадетов. 23-летний Андрей Кадетов появился на Доме-2 в далеком 2010 году, и сразу же привлек внимание нескольких девушек. Вот только построение серьезных отношений хоть с одной из них было невозможным. Оказалось, за периметром у молодого человека есть жена и ребенок. Ведущие несколько раз заводили с Андреем разговор о необходимости развода, и в итоге, спустя полгода нахождения на Доме-2 он решил уйти и решить все семейные проблемы. Вполне возможно, что Кадетов вернулся бы на проект после официального развода,
Но 23 декабря 2010 года его жестоко убили во дворе собственного дома, когда он вышел погулять с собакой. Мужчине нанесли 11 ножевых ранений, и в итоге он скончался на месте. Расследование этого ужасного дела затянулось на несколько месяцев. Сначала друзья погибшего предполагали, что он стал жертвой сумасшедшего поклонника. По словам приятеля Кадетова, ему часто звонил загадочный незнакомец, который угрожал Александру расправой. Также в причастности к трагедии подозревали и жену Кадетова, с которой он должен был развестись со дня на день. Якобы экс-избранница звезды Дома-2 не хотела расторгать отношения. Чуть позже выяснилось, что к делу может быть причастна некая Александра. Примерно за 1,5 месяца до смерти Андрея и его друг Алексей Сидоров познакомились с девушкой на остановке общественного транспорта. Она согласилась провести с приятелями ночь, но уже на следующий день заявила об изнасиловании. Андрей пытался уладить дело мирным путем, и пострадавшая даже согласилась принять деньги. Однако для пущего эффекта она попросила бывшего парня по имени Юрий по-мужски поговорить со звездой Дома-2. Чем это закончилось, хорошо известно поклонникам проекта. Следствию удалось установить вину Юрия, но только в мае 2012 года его настигло наказание, убийцу осудили на 11 лет. Светлана Устиненко запомнилась многим поклонникам Дома-2 тем, что постоянно участвовала в конфликтах с Ольгой Михайловной Габозовой. Пытаясь помочь дочери Алиане сохранить семью, женщина порой лишь создавала дополнительные поводы для конфликтов. Однако за периметром звездная телебабушка не была замечена в скандалах, да и серьезных вредных привычек, в отличие от некоторых других героев нашего списка, не имела. Светлана Устиненко скончалась по куда более прозаичной причине – ее настиг рак. А тем, что у женщины стремительно развивается опухоль мозга, вся страна узнала в сентябре 2014-го. Следующие 2 года мама Алианы Габозовой упорно боролась с неутешительным диагнозом. Родственники не опускали руки, снова и снова находя средства на лечение Светланы Устиненко. Несмотря на их усилия, болезнь прогрессировала, и 14 октября 2016 года в возрасте 48 лет женщина скончалась. Первой об этом сообщила ее дочь Алиана. Светлана Устиненко скончалась после продолжительной болезни. Сегодня твое сердечко остановилось, но ты навсегда будешь в наших сердцах и душах. Моя светлая, нежная, добрая, искренняя мамочка. Мам, ты слышишь, мне плохо без тебя. Я тебя люблю больше жизни, и я тебя люблю как никто другой.
«Я всегда рядом, я тебя чувствую», — написала Аляна спустя несколько часов после смерти матери. Сейчас девушка часто вспоминает о маме. Она посвящает ей стихи и посты в Инстаграме, пропитанные печальной трогательностью. Поклонники всеми силами поддерживают Аляну, которой порой так не хватает родительской заботы. Аляна Габозова приходит в себя после смерти матери. Так почему же в СМИ все чаще появляются новости о смерти звезд известной телестройки? По мнению поклонников, вывод прост: пройти кастинг и попасть на Дом-2 не так уж и сложно. Однако шоу не является 100% билетом в жизнь. Зачастую, надеясь на внезапно свалившуюся удачу, участники проекта ломаются под гнетом жизненных обстоятельств.